Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на такую интересную тему по работе колл-центров, как сезонные всплески обращения клиентов, которые происходят у многих компаний довольно регулярно. И сегодня я пригласил в гости интересного собеседника, это Антон Скрипник, представитель компании «Лига справедливости». А теперь попрошу Антона, наверное, в двух словах представиться, рассказать о себе и о той компании, с которой они работают. Добрый день, Алексей. Я являюсь представителем компании «Лига справедливости». Нашим генеральным партнером выступает интернет-магазин Мосавтошина. На сегодняшний момент Мосавтошина – это один из крупнейших интернет-магазинов по продаже автомобильных шин и автомобильных дисков, а также сеть федеральных шинных центров по нашей стране. Очень круто. Я так понимаю, что эту тему мы выбрали Антона, потому что шинный сезон – это как раз очень ярко выраженная история в сезонности. Все верно, да. У нас присутствует такое понятие, как сезонный трафик. Сезон у нас происходит 2 раза в год. Это в период осеннего и весеннего периода, когда у всех автомобилистов появляется потребность к подготовке автомобилей к зиме либо к лету. В этот период увеличивается количество обращений до 5-6 раз. До 5-6 раз. То есть это количество звонков или это какие-то вы другие? Какие каналы, в принципе, вы обрабатываете для Мосавтошины? Все обращения по телефонии, а также по электронной почте. То есть по телефонии, если в межсезонье у нас приходится порядка 500-800 звонков ежедневно, то в период сезона было пиковое значение, это 6000 звонков ежедневно обращения. То есть практически в 10 раз трафик возрастал? До 10, да, это вот самый пик, когда только-только выпадает снег, и у всех потребность, срочно нужны зимние шины, нужно доехать до работы, решить свои вопросы. И вот ситуация такова, и вот для каждого колл-центра, который работает с подобными проектами, очень важный вопрос, как сделать так, чтобы при таких всплесках ярко выраженных не просто сохранить качество услуги, а как обеспечить клиенту ожидаемые те сервисы, которые он хочет получить. То есть я звоню, я клиент, мне не важно, как у компании внутри это все организовано, я хочу получить ответ на свой вопрос. Поэтому, Антон, расскажи, с какими вообще задачами, то есть что вам приходится решать, да, какие вопросы клиентов вы обрабатываете и на какие задачи выполняете? Скажем, в современных реалиях 80% заказов оформляется самостоятельно через сайт. То есть люди уже интернет-подкованы, знают, как найти необходимый товар, как проанализировать, какой им именно нужен, посмотреть оценки и самостоятельно заказать. Но, конечно же, есть и клиенты, которым требуется консультация, помощь в подборе, и такие обращения происходят в основном у нас через телефонию. То есть оператор занимается обработкой входящих звонков, которые можно разделить на консультации по товару, уточнение по наличию товара, по срокам и всей остальной текущей информации по покупке, а также консультации по уже существующим заказам, так как компания Мосавтошина работает по территории всей Российской Федерации, и там, где нет представительства, клиенты приобретают товар по предоплате, в дальнейшем с отправкой через транспортные компании. И, допустим, к примеру, в городе Мурманске клиент, внеся предоплату за заказ, переживает, поступили деньги или нет, когда будет происходить отгрузки. Вот на такие все текущие заказы, то есть предоставляет ответы, консультации операторам. Понятно. То есть 24 часа в сутки вы обрабатываете звонки и электронную почту, поступающую на линии Мосавтошина. Интернет-магазин работает с 8 утра до 21 часа. Вы по России работаете? Мы работаем по России, да. Там разные часовые пояса, да? С 9 до 6 это Москва или это вся... С 8 до 21 часа по Москве. Да, с 8 до 1 часа по Москве, понятно. Да, а почта обрабатывается 24/7. Понятно, да. Окей. Расскажи, как удается что вы придумали, как вы решаете проблему вот этих всплесков, как вы масштабируете людей? Эта задача была решена достаточно давно. У нас есть также компания-партнер, которая предоставляет на аутсорсинге колл-центр услуги операторов. И
всю нагрузку, которую мы не успеваем принять своими силами, переходит уже на, скажем, плечи аутсорсинговой компании контакт-центра «Открытая линия». То есть выстроена система, настроен алгоритм распределения звонков. Изначально поступают звонки на наш колл-центр, за сотрудников нашего колл-центра. Если все загружены, то уже через 10 секунд переходит звонок на удаленный колл-центр компании контакт-центра «Открытая линия». То есть подрядчик страхует и перекрывает вот эти вот всплески, которые происходят. Да, все верно. Хорошо. Я тогда тоже на эту тему скажу пару слов. Этот опыт сотрудничества между колл-центрами довольно распространенная история, когда колл-центры друг друга страхуют, имеют постоянно действующие договора партнерские и оказывают в случае пиковых сезонных ростов трафика, обращений клиентов, оказывают друг другу помощь. Соответственно, и наш колл-центр, и колл-центр Антона используют такую схему, и она себя уже оправдывает многие годы, потому что позволяет не раздувать свой собственный штат, позволяет экономить средства и использовать труд подрядчика только тогда, когда это необходимо. Но при всем при этом какой-то объем работ вы подрядчику даете на постоянной основе, чтобы они не теряли тонус, чтобы они могли выполнять определенно в течение всего года, да, то есть какой-то объем. Да, конечно, заключен договор, есть минимальный пакет, который мы приобретаем ежемесячно у открытой линии, то есть это получается примерно 7 тысяч минут, то есть в этот пакет входит наш стартовый пакет на 1 месяц. То есть все, что будет свыше этой нормы, мы оплачиваем дополнительно. То есть минимальный пакет это 7 тысяч минут. Понятно. Антон, я предлагаю еще поговорить о таком довольно распространенном в последнее особенно время после карантина опыте, как работа с надомными операторами. А был ли у вас такой опыт в компании, да? И если был, то насколько он был успешен или не успешен? С надомными операторами я начал практику свою года 3 назад, и изначально, если честно, это был достаточно печальный опыт, потому что очень много уходило времени на то, чтобы обучить сотрудника, ввести его в проект, и чтобы он стал полноценным сотрудником и приступил к ответам на горячую линию. Но, как правило, из-за, может быть, специфики нашего проекта, сложности каких-то, потому что для входа в наш проект требуется достаточно большой теоретический материал, и не каждый человек, хоть и в грудь бил себя, говорил, что готов к обработки большого объема информации, не справлялись и уходили. И было таких штук 10, 15, 20, после чего мы приняли решение не принимать таких сотрудников на работу, а все-таки принимать уже к себе в офис и, скажем, это штатный сотрудник, что был штатный сотрудник. В период пандемии, конечно же, как и у всех, появилась потребность всех отправить работать по домам. Да. Проблемы в этом я не увидел. Единственное, что, наверное, в первый месяц качество работы операторов упало процентов на 20. Вот, наверное, нужно было период для того, чтобы адаптироваться к новым условиям, к работе из дома. Да, то есть, но начиная со 2-го месяца мы вышли на тот же уровень показателей по качеству, и по текущий момент, опрашивая периодически у сотрудников, как работается из дома, сейчас уже никто не хочет возвращаться в офис, все привыкли работать дома, и, скажем, пандемия, не скажу, что сказалась очень как-то на нашу компанию, практически не сказалось. То есть вы даже скорее сократили какие-то затраты? Да, конечно, это затраты по административной части. В любом случае, при ведении отдела в офисе требуются затраты на какие-то компьютеры, на электроэнергию, на воду, кофе, уборщиц и всех остальных. Да. Конечно же, этих сейчас затрат нет, и это, скажем, оптимизация по расходной части. Вот очень многие компании, мы часто в своих роликах об этом говорим, очень многие компании, когда считают затраты на колл-центр, на свой собственный, они забывают вот об этих затратах. И вот пандемия, она научила сейчас компании, они наконец-таки поняли, сколько реально денег высвобождается в случае, если сотрудник не находится в офисе.
Да, конечно, это очень выгодно. Да, и, конечно, сильно стали развиваться регионы, удаленный труд, да, то есть многие стали набирать операторов в регионах, но проблемы в этом действительно есть, и мы сталкивались с подобными проблемами, как у тебя с надомными операторами, когда, особенно когда мы ставили этот процесс, первое время очень много текучка, она в принципе в колл-центрах достаточно высокая текучка, да. В итоге мы научились, набили много шишек, научились работать с надомниками, но это, конечно, благодаря достаточно, скажем так, прокачанному программному обеспечению, которое позволяет нам их мониторить, неважно, где они находятся. Но при всем при этом, конечно, процесс, если ты этого сотрудника все-таки по тем или иным причинам теряешь, ну там человек передумал, решил, нашел себе какую-то другую работу рядом с домом, карантин закончился, все, он вернулся на свою прежнюю работу, где он работал, да, то процесс обучения, конечно, это вот очень важная часть. Многие тоже компании забывают, которые занимаются наймом собственных in-house сотрудников, они часто забывают, что ты человека обучил, ты с ним поработал, он ушел, тебе надо новые деньги тратить на то, чтобы этого человека нанять, и на то, чтобы этого человека обучить. Да, все правильно. Вот, поэтому, ну, то есть ваш опыт с переводом на дом сотрудников был, можно сказать, положительный? Я бы сказал положительный, да. Окей. Хорошо. Ну и в заключение, наверное, я еще хотел спросить тебя про то, как ты видишь вот перспективы развития вашей компании, как колл-центра, да, куда вы вот сейчас смотрите, какие-то, может быть, технологии или, может быть, какие-то повышения квалификации, как вы сейчас, вот, ну, какие планы вы себе строите? Конечно же, применять новые технологии, которые появляются у нас на рынке. Мы уже практиковали, как один из сервисов, это речевая аналитика для контроля качества наших сотрудников. На текущий момент есть старшие операторы, которые занимаются выборочной прослушкой разговоров, и, скажем, это человеческий фактор играет роль, то, что не всегда возможно прослушать все разговоры и выявить допущенные ошибки. Речевая аналитика позволяет перевести аудиоформат голос в текст и прогнать уже по ключевым моментам, все ли было сообщено сотрудникам клиенту. Если какие-то ошибки выявляются, то, соответственно, у старшего оператора будет пометка, что этот разговор нужно прослушать. И таким образом прослушиваются все разговоры, то есть без участия человеческого фактора. Это очень круто. Да, то есть это... Но пока это все в процессе только ввода, и, скажем, не так это совершенно система, но мы берем на нее расчет, что в ближайшие полгода-год мы точно ее введем. Сервис должен по итогу, мне кажется, мы тоже работаем в этом направлении. Мы ожидаем, что сервис обработки звонков должен подняться, потому что сейчас мы не имеем, когда у нас не было данных технологий, мы вынуждены были прослушивать только тот объем звонков, который мы могли. То есть там это все влияет на цену, да? То есть чем больше время человека ты тратишь на прослушивание звонков, тем больше, а деньги тебе за это время ему надо платить. А данные технологии, они позволяют экономить время человека. И прослушивать только то, где явно есть ошибки. Да. Тем самым подтягивать навыки тех сотрудников. Потому что большое количество звонков, которые не требуют прослушки, качественной консультации, на это тратится человека-часы уже старшего оператора, который мог бы, скажем, уделить время на отработку ошибки с каким-то конкретным сотрудником. Понятно. Пробовали ли вы искусственный интеллект? Какие-то синтезы речи или, может быть, чат-ботов или еще кого-то пробовали? Пока нет, но опять-таки в проекте думаем запустить, попробовать роботизированную систему по ответам на телефонные звонки. То есть сначала запустить как пилотный проект, посмотреть, как будут реагировать на это наши клиенты. Ну а в дальнейшем, если это получит положительный отклик, то ввести, внедрить уже на постоянку. Понятно. Спасибо. Ну, в заключение нашей беседы с Антоном я хотел бы, наверное, какие-то основные выводы подвести для тех компаний, которые еще сейчас думают, как решить проблему с сезонными всплесками трафика. Надо, безусловно, рассчитывать не только на свои ресурсы, но также смотреть по сторонам. Надо смотреть на рынок надомных операторов, на рынок подрядчиков, аутсорсинговых контакт-центров, которые снимут с вас эту нагрузку на тех моментов, когда вам это надо, и не добавят вам дополнительных затрат, которые вам в вашей ежемесячной, другой, вне сезон, они вам абсолютно не нужны. Вот, поэтому спасибо. Еще раз благодарю Антона, что пришел к нам в гости сегодня. Были рады с тобой встретиться. Взаимно, Алексей, благодарю за встречу. Спасибо.